нету кому работать. Всех забрали, всех выгребли. Всех выгребли. Говорит, мне нужны мигранты. Но общество как бы против. Дефіцит персоналу в країні. Ми всі про це. Який? Дефіцит персоналу в країні. Його не вистачає. Ми всі про нього говоримо. А питання наступне. Імпорт персоналу в Україну. Легалізація іноземця Х4 в Україні вище. Терміни Х3. А консульські служби заважають, правоохоронні органи. Ну, а звідки ви їх берете? Бангладеш, Індія, Колумбія, Ефіопія. Бангладеш, Индия, Колумбия, Эфиопия. Ну, то есть, мешают. Менты не помогают, эти мешают, все как бы дорого. Спробували все вже. І тут питання до вас, яка державна політика в цьому? Чи потрібні, ваша думка, чи потрібні тут іноземці? Тому що суспільству вони не потрібні. Бізнесу нам дуже потрібні. Суспільство негативно реагує на це. Що ви думаєте? Яка політика? Підняла якраз ваше питання, причому теж не прогнозовано. І протокольним рішенням було Міністерство закордонних справ та Служби безпеки терміново опрацювати зміни до списку країн міграційного ризику. Тобто, можливо, частково ваше питання, до речі, скоро, можливо, трошки послабиться, відійде, як то кажуть, в сторону. 40 тисяч коштує просто легалізація одного робітника в Україні. Ну, якщо подивитися. А що в цю суму входить? А дозвіл на проживання, зробити посвідки, офіційні платежі. Зараз не... По-перше, реально існують країни міграційного ризику, ви ж це чудово знаєте, якщо працюєте з цими мігрантами. Я не певен, але думаю, що ви стикалися з проблемами, коли певні робітники приїхали до вас, ви їх зареєстрували, і вони на наступний день сказали «до побачення». Конечно. Ну, в общем, договорились до того, что будут все помогать, прорабатывать, с каких стран можно, с каких нельзя брать. Ну, то есть все, как бы, старт дан, отмашка дана, бизнес требует, надо же как производство что-то работать там на Западной Украине. То есть вот это Западная Украина, вот эти крики «пам'ятай чужинець, тут господар українець», ну, туда им как раз такие мигрантов и отправят. По большей части. На релоцированные или там новые какие-то, или какие-то там, не знаю, сборочные цеха. Вот туда. И там будет вот теперь справжние казаки, украинки, патриоты будут вместе с бангладешцами. Буданов, они там разработали, чтобы это все было дешевле. 40 тысяч один мигрант стоит, ну там $1000, чуть меньше, условно. Понятно, что это скажется на продукции, но выхода другого нет. Мигрантов везут. Вот демограф величайший украинский, Элла Либанова, оценивает миграцию с другой стороны, со стороны женщины. Взагалі, наші мігрантки демонструють фантастичні речі. Мигрантки наши, ну наши украинки, которые мигрантки, они фантастические вещи демонстрируют. Не, ну мы, конечно, там знаем, наверное, по всей Европе, по всему западному миру, везде по всем странам, украинок много, фантастических. Понад 70% працюють. Це незвично для мігрантів першого покоління. Мигранты в первом поколении, хрен заставишь там работать. Ну, сидят там на пособиях, нет. Наши мигрантки, женщины-мигрантки, 75% они на работе, уже работают. А наші поїхали, вони хочуть заробляти і відчувати себе більш-менш незалежно. Але, знов-таки, понад 70% наших жінок старше 25 років, вони мають вищу освіту. Але ж там-то вони не працюють за своєю спеціальністю. Скажімо, лікар, ну, скоріше за все, як недипломована медична сестра або медичний брат. Ну і решта втратили. Вчителі, можливо, в трошки привілейованому становищі знаходяться, тому що багато наших мігрантів, дітей, і в більшості країн все ж таки за можливості намагалися їм забезпечити навчання українською мовою. Тому вчителі, які можуть викладати українською мовою, там сьогодні користуються попитом. Але ж ці діти вивчають іншу мову. І це знов таки, а ким вона піде працювати, чи він. І я сподіваюся, що от якраз цей сегмент найбільше буде повертатися. Тобто кваліфіковані люди, які не задоволені своїм статусом, яким було що втратити тут. А якщо ще тут залишилися родичі чи близькі, якщо залишилося незруйнованим житло, якщо є робота, шанси є. Ну вот так, шансы есть на возвращение. Ну вот видите, как нормально разложила. Есть шанс на возвращение.
А то, что они работают не по специальности, то бог знает кем, они же там с высшим образованием, небось, какие-то прикрученные. Ну, куда возвращать? А так, тут жилье, образование, статус, конечно, вернуться назад, конечно. На это и рассчитывает власть, и вот это вот пургу эту гонит. Вместе с, собственно, с Либановой, да, которая полностью поддерживает мигрантов, полностью поддерживает вот эту всю политику. И вот они надеются, что украинцы, украинки там вернутся. А блогеры, те, которые повыезжали, ну, такие плюс-минус видные, узнаваемые, да, они как-то по-другому к этому относятся. Вот, пожалуйста, это вообще в истерике. Говорят, ТЦК не граждане Украины вообще. Говорят, что вот эти все в балаклавах — это граждане другой страны. Многие из них. Угадайте, какой страны? Подумайте хорошо. Какой? Ну, я слышал, что, помните, а это как бы так проскользнуло, а потом замяли, затерли, что Британия поможет мобилизации в Украине. Помните такую новость? Ну, помните, кто там на телеграм-канал мы подписан, или кто там обсуждали, мы там эфиры смотрят. Было. Многие говорят, что это граждане, те, которых вы видите в Умане. А, он на вот этих граждан, на евреев намекает. Не, ну что, евреи так мобилизировать. Поэтому они балаклавы не снимают. Так говорят, я не знаю, правда или нет. Конспирологию разводят. Ну, грустный. Ресурсы уже распроданы. Да он ресурсы представил, как все. А так же ты на них рассчитывал. Ай. Мужского населения все меньше и меньше. Того гляди, действительно, вот эта конспирология, да, где говорят, что на нашу землю придет другой народ. И в этот момент, когда вербная неделя была, когда нужно было, чтобы президент поздравил украинцев, он почему-то поздравил за своим столом совершенно других людей. Что происходит? Это, смотрите, это еще ускорка. То есть, понимаете? То есть, ну как... То есть, это реально сидят вот украинцы, которые там это... Ну, тех, которых Зеленский хочет позабирать, если вдруг незаконно. И они сидят и думают, елки-палки, слушайте, какая страна у нас была? Какой вообще, да? То есть, что вообще, как было классно? Что происходит, друзья? Уже сил кричать нет. Люди умирают. Они уже заканчиваются. И уже когда придет кто-то другой, уже некому будет давать отпор. Ну, это же расчет. Придет кто-то другой, отпор давать некому. Все. Причем это касается и России, и Украины. А другие говорят, что в другой стране, уже даже по видео говорят, что там 7 миллионов людей уже готовятся приехать. Женщин будут просто трахать, детей просто там использовать, не будут оставить. Я уже не знаю, чему верить. Правда это или неправда? Вы как думаете? На данный момент я вот вижу, что действительно мы, украинцы, как вид, начинаем с каждым днем исчезать. А ты что думаешь? Напиши хоть что-нибудь. Что ты думаешь? Ты вообще думаешь? Нет, об этом никто не думает. Это все видят, это все обсуждают, но никто не задумывается. Ну вот, по крайней мере, так проникновенно, как этот тиктокер. Ну, то есть, проникновенно же. Вообще думает кто-то об этом или нет? Обалдеть можно, если вот это все сложиться, поставить. Просто элементарно, поверхностно даже посмотреть послушать этих демографов, которые радостно говорят, они, конечно же, вернутся. Наши украинки все на работе. Понимаете? Но проблема в том, что взросшенная на националистических, вот как там, почему, в чем ошибка? Вот там кричат, например, там россияне на украинцев, там, или там, ну, официальная пропаганда, нацисты. Не, есть, конечно, товарищи с отбитой кукухой, они всегда, смотрите, но такие товарищи, когда война, они всплывают всегда на поверхность. Всегда, везде, у всех. То есть все равно не вылазят.
ну, там, где-то под какими-то, скажем так, под каким-то соусом, так или иначе. Где-то в ЧВК, где-то в каком-то батальончике, где-то всегда есть такие. Они, как бы, всегда, их мало, но они всегда вылазят. У нас вылезли и начали воспитывать, расширяться. В этом проблема. То есть вот эти единицы начали как бы заражать этой идеологией своей и так далее. Но их все равно не так много. Их не так... Но они же как бы должны за Украину стоять. Но они не могут ничего сделать. Вот эти вот в шляпах, в Умане, народ, на которых намекал блогер, они уже так как-то немножко, чуть-чуть надоели украинцам. Вот смотрите, Корчинский, вояка же, вояка, еще какой. Он что говорит? Он вообще, он говорит, что штрафбати, говорить, це нормально. Дуже багато стикаємося з ситуацією, коли офіцер не може примусити солдата виконувати свої обов'язки. Тут бывает много. Часто такое. Не может офицер заставить солдата, что-то делать. Не может. Он физически слабее может, там, ростом не выдался, а тут здоровий. Не може. Не може послати його в бій, не може послати його на СПшку. Дуже багато саботажу. У нас відсутня система примусу в армії. У нас То есть в армии нет системы принуждения. відсутня система покарання за невиконані накази. Вона відсутня для офіцерів і вона відсутня для солдатів. Якщо у нас з'явилися якісь бригади чи полки, де офіцери вміють примушувати особовий склад виконувати свої обов'язки, це велике щастя. На них, на таких офіцерів, треба молитися. Так, давайте молиться. Хорошо, будем молиться. Эти офицеры умеют добиваться, чтобы приказ был выполнен. Окей, мысль понятна. Не шибко 7 пядей во лбу надо, чтобы ее понять. Так а к чему ты ведешь? Що у нас з'явилися відділи, які виконують функцію штрафбатів, куди можна скинути тих людей, які відверто саботують, наркоманять, бухають солдатів, намагаються ухилитися від війни, якщо їх туди можна скинути, і там їх все-таки пошлють в штурм, це ідеальні офіцери. Идеальный офицер. Офицер штрафбата? Вау! Я прям смакую это. Это же просто что-то неимоверное. На них треба молитися. Молись на офицера штрафбата, который вот этот весь шлак, который или бежит, или там он бросает в штурм. На мясо бросает. У нас дуже велика проблема в тому, що дуже багато людей є реальними саботажниками на фронті. Якщо Сирський хоче створити якийсь рід військ, або якісь нові війська, які будуть виконувати функцію Waffen, ви знаєте самі, чого не буду це називати, щоб Спасибо, мы всем поняли. YouTube не зменшив Но YouTube еще просто может, а поэтому ты не называй. Все уже в Украине знают эти вафены. роздачу цього відео, то це дуже непогано. Нам потрібні елітні війська. Нам потрібні елітні війська, якими можна буде затикати дірки, або ті війська, на які можна буде покладатися в разі проривів на зразок Харківської операції, Курської операції, там деяких інших операцій і раніше. І ми пам'ятаємо, що перед Курською операцією Сирському доводилося примушувати деяких командирів бригад виконувати накази. О, это вообще интересно. То есть заставлять надо было. Якщо у нас виникне такий елітний рід військ, на мій погляд, це буде чудово. Я цілком підтримую цю ініціативу. І я в захваті від тих офіцерів, уже існуючих, в існуючих штурмових відділах, в тій самій скелі, які можуть побудувати роботу правильно. Заградотряды. Заградотряды – это хорошо. Это прекрасно. Он говорит о заградотрядах. Ребята, Вафаны, там, Сырский. Гнали. Многие не хотели туда идти. Гнали. Гнали вперед. И вот этот вот арий, простите, вот этот вот человечище, да, который говорит, надо, чтобы элитные были войска, и так попроще, вот это вот усатое вдруг сталкивается с тем, что Зеленский подписывает закон об антисемитизме.
Вот вы его только что послушали, да? То есть про то, как надо заставлять идти, вот это наше войско, заградотряды, ну что делать, функция такая, штурмовики, ну, надо, чтобы офицер умел заставить. Все вот это, да? То есть и тут он комментирует закон, подписанный Зеленским. Та українець Бужанський став автором закону, за яким нас будуть карати за антисемітизм. Бужанський ляпає язиком на українських національних героїв. Значит, смотрите, Бужанский среди авторов, да, то есть он сразу, это Бужанский, все, Бужанский, антисемитизм, вот это все, но тут же как, нас будут наказывать, нас, ну их, братство его. Бужанський є активним захисником рускоязичства в Україні, а також він захищає УПЦ ФСБ, незважаючи на те, що в кожному другому капищі УПЦ ФСБ є, для прикладу, ікона Іоанна Кронштадтського, який був чорносотенцем і антисемітом. Бужанський чомусь не ув'язнений, але він пише закони, за якими будуть ув'язнювати українців. Лобістом закону була Василевська Смаглюк. О, Смаглюк, с 1+1, журналистка бывшая. Она, оказывается, лоббистка. Видите, какой лоб у нее? Лоббистка. То есть, откуда появился у нас этот закон про антисемитизм? Это вот пролоббировала лбом. Ця жінка стала народним депутатом завдяки протекції державного зрадника Дубінського, який О, началось в колхозе утро. Это Дубинский. То есть, она лбом, Дубинский под зад, а сзади еще кто был? Коломойский, наверное. дяка Богові зараз перебуває в тюрмі. На початку повномасштабного вторгнення вона переконувала українців, що московити б'ють тільки по військових об'єктах, вони не б'ють по житлових будинках. Це Представляете, какую крамолу говорила? Дура! Конечно, бьют по жилым домам. Вот видите, в Днепре, вот же показывали, что там упал. Вот так просто у них летают эти дроны. Ну, просто вот так летают. Они летят нормально, а потом, когда надо бить, они просто... Это функция такая. Ну, конечно, по жилым бьют. робили з метою відбилити окупантів. Більшість цивільних українців із тих, що загинули за час цієї війни, загинули саме в своїх квартирах. Вони повірили в Василевський Смаглюк. Так, подождите. То есть, смотрите, вот это феноменально. Вот смотрите, почему я вам это показываю? Потому что вот так промывается мозг украинцев. Значит, смотрите, он что сейчас делает? Он критикует, в общем-то, этот закон. Он рассказал, какой плохой Бужанский депутат. Он рассказал, какая там Василевская Смаглюк. А Дубинский вообще предатель, в СИЗО сидит. Он обо всех рассказал, да? Он рассказал даже про Кронштадтского, да, то есть икону. Он обо всем рассказал. Ну, так, а суть в чем? Вот сути, сколько мы из этого сути? Приняли закон, будут нас наказывать за антисемитизм. А, да, и что? Вона постійно проштовхує законопроекти, які передбачають покарання за неповагу до всяких гендерів. Гендерів, ну понятно. Ну, это одного порядка закон. Антисемитизм, гендеры, конечно, ну, если всегда это делает, она будет делать. Хорошо. С законом что делать? Якщо до прийняття цього закону євреї були нашими братами, то тепер завдяки цьому закону вони наші пани. Ага. То есть, если до принятия этого закона евреи были наши братья, то сейчас они наши господа. Господа евреи. Корчинский, а ты как, согласен? Адже цей закон надає їм виняткові привілеї. Немає закону, наприклад, про антиукраїнізм чи антициганізм. Я взагалі не проти, я навіть за. Ну, отличный патриот. Отличный нацик. Ничего не может сказать против евреев. Але такого роду речі в минулому, в історії України, в історії Німеччини, для прикладу, завжди погано закінчувалися для циган. И все. И все. А Зеленский где, который это подписал? Зеленский где? То есть, смотрите, классно же там погавкать на депутата одного, на другого, вспомнить третьего, обгадить церковь, еще чего-то. Ну, а когда по сути пришло, ну вот по сути, цыганы, ну, подождите. Ну, так а что ты... Он констатировал, что теперь были евреи-братья, а стали господа, паны. И все. Плохо кончится. Ну, в истории всегда плохо кончалось.
но очень аккуратно, чтобы не дай бог никого не... Вот это вот не дай бог. То есть, вот. Он, мужик с собакой, в том же обычный украинец тоже в шоке, и то понятнее излагает мысли. Президент підписав закон антисемітизм. Майте повагу до євреїв, поважайте їх, то можете до 8 років сісти в тюрму. Можливо, штраф. Так що майте повагу. Я оце думаю, а для нас за ці всі роки, які закон підписали, якесь комфортне життя, хоч трішечки би покращили. А так кожного дня так некомфортно садять людей теж в буси. Хоч якусь повагу до українців. Нема, вот нету поваги для українців. Немає, все. То есть, конкретно, закон. Так а что? Что ты можешь сказать? Ничего не можешь сказать. Нашелся при Порошенко, по-моему, да, при Порошенко, был главой Донецкой области. Ну, то есть, Донецкой области. Определенное время. Был такой Жебривский. Вот Жебривский. Хоть один, вот, смотри, вот если сравнить сейчас, ну это ладно, просто мужик, ну он говорит, ну хоть бы для нас что-то сделали. А что сказал Корчинский? Ничего. А Жебривский хоть разложил это все, понятно, но он, как бы, у него же образование есть, не то, что там вот эта школа Дугина на Валдае, и то в качестве гостевого какого-то бейджика. От Жебривський. Вітаю шляхетних українців. Учора лідер лихварів і кріпаків, часом його обзивають президентом України, підписав так званий закон про антисемітизм. Цей закон порушує як мінімум 3 статті Конституції і 1 статтю Кримінального кодексу. 3 статьи Конституции нарушены и 1 статья Уголовного кодекса. 21 стаття Конституції гласить, що всі люди в Україні мають рівні права і обов'язки. 24 стаття Конституції забороняє вивищувати одну категорію населення України над іншою по етнічній, релігійній, національній ознаці. 161 стаття Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за таке вивищення. Ну, вывышение, превышение, делать выше, чем другие. То есть нельзя никого поднимать выше. И за это в Конституции, а в Уголовном кодексе есть статья, ну, срок за это. Власне, 94 стаття Конституції передбачає, що президент зобов'язаний, не має права, зобов'язаний 15-денний термін після надходження закону, прийнятого Верховною Радою в Офіс президента, його або підписати, або повернути своїми зауваженнями чи накладеним вето. Цей закон був прийнятий ще в лютому 22-го року. Він там десь був в архіві. І тут приходить новий голова ОП, колишній бойовик Добродій Буданов, знаходить його в тому архіві, парафують його заступники, і лідер лихварів і кріпаків його підписує. Наскільки актуальним є питання антисемітизму в Україні? Жодної актуальності немає. О как! Смотрите. То есть Жебривский говорит о том, что никакой актуальности нет, а это просто Буданов хочет выслужиться. Взяли этот закон 22 года. Взяли такие, нормально. И давайте как... Ну, давайте вот нужно, там еврейское лобби, там все, там Кушнер, Витков. Кушнер же и Витков должен был приехать, вот 15 число, да, вот это для них, наверное. Вот Кушнер и Витков бы пришли бы ему и сказали, смотрите, а мы закон подписали. И, наверное, Буданов, вот это вот все, чтобы выслушаться, ну так Жебривский говорит, решил, так сказать, пропихнуть его. Хотя там 15 дней прошло, он там валялся, этот закон, взяли, подписали, ну и, в общем, все. Всі служби світові фіксують найменший рівень антисемітизму якраз в Україні. А що потрібно було б зробити? Потрібно було б прийняти закон про титульну націю. Бо Вот оно что. Слушайте, вот это вот видите, вот как что надо было? Надо было титульную нацию принять. Слушайте, это потрясающая дискуссия. То есть закон нарушает Конституцию, а вот титульная нация не нарушает, потому что никого же на підвищує, никого не ну, нормально. Титульная нация. нам потрібно укріпити український дух в Україні, бо це є основним джерелом супротиву агресії московитів проти України. Вивищення однієї нації або раси – це є або расизм, або нацизм, що є категорично несприйнятне міжнародним правом.
Чи є це для захисту українців єврейського походження? Точно ні. В мене в батальйоні в 54-му розвідбаті в Дебальцево воював українець єврейського походження за позивним Грек. Потім він виїхав до Ізраїлю, а в 22-му Украинец. Украинец еврейского происхождения с позывным Грек воевал в его батальоне. році знову повернувся і воював за волю і суверенітет України. Нехай хтось попробує йому дорікнути його єврейське походження. Ми всі виступимо на його захист. То кого ж захищає цей закон? А цей закон захищає якраз тих людей, які, прикриваючись своїм єврейським походженням, мародерять, нищать Україну, здійснюють наругу над її символами, вивищують оті мінори, семисвічники, які, мабуть, скоро будуть вже стояти на вулиці Банковій і Грушевського. Ми тепер не маємо права критикувати ні Зеленського, ні Буданова, ні Єрмака, ні Міндіча, ні Цукермана, бо вони євреї. Це для України, для української перемоги, це не розбрат, не вкидання розбрату. По великому рахунку, нацизм не має пройти. Бо цим же законом нам забороняють тепер критикувати державу Ізраїль, яка здійснила агресію не лише проти Ірану, але і проти Лівану. Вот это да! И против Ливана, и против Ирана. А Израиль критиковать нельзя. Кстати, в этом он прав. Ну, то есть, ты что? Ты что, антисемит? Штраф тебе или 8 лет тюрьмы. Тобто, оцим всім вони намагаються захистити себе. Крім того, ми не маємо державу Ізраїль критикувати за те, що вони не визнали Голодомор геноцидом. Що держава Ізраїль прийняла перші пароплави з краденим українським зерном з Московії. Нам це табу. Але це ключовий наш супротив. Українська нація має об'єднатися. Українці, незалежно від походження, якщо вони ідентифікують себе як українцями, є ключовим елементом супротиву із запорукою незалежності і суверенітету. Нет. Нацизм не пройде. Нет. Пройде. То есть, смотрите, а нацизм есть, оказывается. Оказывается, есть. Об этом говорит разведбат, там этот глава облгосадминистрации Донецкой области, вот это вот, да, во времена АТО ООС. То есть, да, а нацизм есть, оказывается. Представляете, как он неожиданно всплыл? Это говорит не какой-нибудь там российский пропагандист в российском телевизоре, это говорит Жебривский, примеры приводит. Говорит, вообще, что происходит? Теперь, получается, рот нельзя открыть в сторону Израиля? Нельзя, молчи, тихонько. Вот вам и конспирология. Вот вам и конспирология. А что Буданов? А Буданов коррупцией занимается. Вот его свежее. Я багато разів для себе поставив питання. Чому ж такі проблеми з корупцією, з чого це все починається? Суто суб'єктивна думка, до якої пішов я. Корупція починається там, де починається таке масштабне ручне управління. Коррупция начинается там, где начинается масштабное ручное управление. Ви розумієте, що питання верховенства права і боротьби з корупцією – це досить значна, на жаль, тема для України. Без залучення масштабного громадського сектору ми, мабуть, з цими проблемами не справимося. Я, як керівник Офісу Президента, всіх вас запрошую до співпраці там. Бо ви теж маєте пам'ятати, що і ви без, скажімо так, залучення влади не зможете реалізувати те, що, можливо, ви зараз напрацюєте. Короче, он всех приглашает бороться с коррупцией. Короче, вылитый Зеленский, вылитый. Он и с чертом лысым готов говорить. И помните, Зеленский записывал: возьми вот телефон, позвони в НАБУ, там у тебя, если коррупция. То есть вот сейчас он идет по этим же путям, ну, по этим же стопам, один в один, как бы рельса в рельсу, след в след. Собрал общественников, давайте, если вдруг, давайте бороться, мы власть, мы поможем. Буданов возомнил себя властью. Буданов, которому ой как недовольны. Когда он просто выходил как глава разведки, он там рассказывал про там, операции в Крым, о том, что Крым вернем, антитела будут выступать в Ялте на стадионе. Да, это было одно, и то он раздражал. А сейчас он власть. И так и говорит: я власть, давай бороться с коррупцией. Ох, как белоголовый орлан кружится над Печерскими холмами.
Ну, это по поводу коррупции. Бывшую начальницу отдела образования Днепровской райгосадминистрации города Киева сегодня сообщили, что приговорили к 7 годам тюрьмы за то, что тратила бюджет при закупке для школьных укрытий, бомбоубежищ. В 2023 году она переплатила более 460 тысяч гривен. По сегодняшнему курсу это 10 тысяч долларов, да? Значит, за овощерезки и около 1 350 000 за стулья. Суд ей запретил занимать должности 3 года, постановил конфисковать имущество, возместить ущерб государству, оно там как бы удовлетворено, то есть она все возместила, все, 7 лет. Овощерезки в укрытиях. Прошло 3 года, вот, пожалуйста, все. Борьба с коррупцией. Ох, как много всего повсплывает. И по поводу укрытий, и гуманитарки, и всего. Ну, ты только верь Буданову. И евреев не критикуй. А то, мало ли там, вдруг там американские евреи зачесались. Ну, те, которые Равину шепнули, помните, что 15 января все закончится. Вообще всплывает очень многое. Вот есть такой детектив частный, Андрей Галич. И он раскладывает об офисах. Ну, вот этих скамах, скам-офисах. Ну, короче, кол-центрах. Скільки приблизно шахрайських офісів існує в Україні? Ну, конкретну інформацію не володію, але от близько в Києві це може бути більше 1000. Це може бути більше 10 тисяч по Україні? Я думаю, так. Як? Больше 10 тысяч офисов, вот таких колл-центров по Україні. Люди потрапляють працювати в так звані офіси? На жаль, зараз така кількість цих кол-центрів, що багата кількість людей асоціюють ці кол-центри зі звичайною роботою. Тобто раніше я це зустрічав, коли вивчав кол-центри у Нігерії. Тобто ось в Нігерії, там, ну, це країна кол-центр. Там... Нигерия, страна колл-центр. Здобули, товарищи. На державному рівні, на психологічному, державному та релігіозному рівні працювати в кол-центрах – це норм. Нігерієць, коли працює на кол-центрі і забирає кошти, в нього в голові немає питання, чи там я щось роблю неправильно, чи правильно. Для нігерійців це релігія в тому плані, що мені платять білі люди кошти за те, що вони пригнічували нас. Ну, так само, як у нас з росіянами зараз. Так, і це дуже погано, що зараз ми йдемо по шляху Нігерії, де робота по кол-центрам, які працюють по Росії, це ототожнюється в помсті, правильності, але там дуже-дуже багата кількість підводних каменів, що може трапити після цього. Тобто ми це, звісно, всю ситуацію не підтримуємо, бо за даний момент з 10 моїх знайомих від там 18 до 25, мабуть, 7 працювало або десь ходили на співбесіду до колл-центру. То есть это на фоне упадка производства, экономической ситуации. Это нам показывает руину. Вот все говорят, что такое руина? Ну, смотрите, ну, все-таки дорогие тачки покупаются, все это делается. От 18 до 25 вот эта молодежь, которую там хоть за границу выпустили, на том спасибо. 8 из 10 этого знакомых этого товарища. А так это и есть. Они или побывали хоть раз на собеседовании в колл-центре, ну, может, не прошли, или поработали какое-то время в таких колл-центрах. То есть они с этим сталкивались. Мы Нигерия. Украина превращается в Нигерию. Вот что такое руина. И там у них, да, вот мы тут такие все в войне, убогие, вот это все, нам все должны, нация, нас уже не встречают как богов, поэтому будем звонить им всем и, ну, россиян разводить, это ж сам Бог велел, вы что? Правда, потом начали европейцев, там, турок, вообще другие страны разводить по разным часовым поясам, да, то есть вообще всех начали разводить. Вот он продовжує. А наскільки правда, що такі кол-центри працюють виключно по Росії? Більшість кол-центрів працювала по Росії, але ми з вами повинні розуміти, що з 24-го року у Росії на даний момент одна із самих потужних Потужных? В России? Зрадник какой? Взял такое слово по отношению к Росії употребил. Ну так а що ж там потужного в Росії? систем у світі. Тобто вони всією країною борються з
з шахрайськими кол-центрами, не тільки з нашими українськими, тобто по Росії працюють і з території Грузії, і з території прибалтійських країн, і навіть я чув чутки, що у Москва-Сіті є кол-центри, які працюють по Росії. Башар Асад сидит и балуется. У него там куча квартир в Москва-Сити. То есть, понимаете, в чем дело? Он признает, что в России, вот можно по-разному относиться, но у них антисистема очень хорошо работает. Ну, хорошо, не без эксцессов, понятно, но там национальный вид спорта. Поймай мошенника, не попадись на удочку. Тобто, взагалі, Росія бореться з цим і створює власну антифрод-систему, і я вважаю, це одна із найпотужніших антифрод-систем у світі на даний момент. Наші офісники з точки зору атаки, якщо ми будемо розмовляти як атаку, обходять цю систему, тобто все одно вони працюють, кошти забираються. Тобто з точки зору пентесту, ну це у нас такий сленг тестування на проникнення, це плюс, це круто. Але з іншої точки зору, в Україні на даний момент, це сьогоднішнє моє слово біч, бо у нас в Україні не так розвинута антифрод-система, як в Росії. То есть мы можем обходить, а защититься не можем. Ну, нормальная тактика. Камикадзе. Нигерийцы – камикадзе. Це реально мінус. Тобто я не перший раз про це кажу, що наші телекомунікаційні мережі дуже погано не справляються з тематикою, коли одна людина телефонує іншій людині з підміни номеру. Тобто була ось якась ситуація, коли вам телефонували з номеру там ваших знайомих по звичайному зв'язку, але там була інша людина. Тобто в Росії це пофіксили. Це фікситься дуже просто. Це на рівні двох операторів йде синхронізація, чи телефонується, чи у нас немає. На даний час в Україні вам телефонують з номеру 3720, це Приватбанк, і це може телефонувати звичайний якийсь шахрай, який підмінив номер. У нас цього немає. Тобто, і я не кажу, що нам треба ні в коєму разі не брати приклад з Росії, а я кажу реальні факти, де там антифрод-системи з технічної сторони на даний момент краще розвинути, бо їх реально з 22-го року атакують, дуже. І це також мінус для нас, тому що чим менше наші офіси будуть забирати з Росії, тим більше шансів, що вони прийдуть працювати по Україні, бо у нас антифрод не такий розвинутий. На жаль, багата кількість кол-центрів зараз на окупованих територіях, там україномовні люди, наші співвітчизники, які також можуть спрацювати. Це, знову ж таки, не точна інформація, але я знаходжусь в тематиці у сфері, скажімо так, цих чутків постійних і в тематиці розслідування цих кіберзлочинів. І вже не перший раз мені кажуть, що так, на окупованих територіях є кол-центри. Ось, в Білгороді ми чули, що є кол-центри, там, де також українці переїжджали. Ну, понятно, то есть есть везде, да, но вот такая вот характеристика. Вот такая. Ну, как бы деньги не пахнут, как говорится. Деньги не пахнут, просто иногда фонят. Сегодня интересная новость пришла. Значит, польские пограничники обнаружили у гражданки Украины купюру $100. От нее уровень радиации превышал допустимую норму в 1905 раз. Женщина объяснила, что деньги она везла, $10 000. Они машину хотела, купить в Европе. Но власть отказала ей во въезде в Польшу. Там вызвали всех на свете. В общем, проверили. И там она везла 9900. 10 000 можно всего перевозить. И вот эта купюра $100, она вот вообще радиоактивная оказалась. Деньги не пахнут везде. Новость, которая лично меня, скажем так, чуть-чуть выбила из колеи. В Одессе в больницах закупили через госбюджет чат GPT. Подписку. Все. Продукция, там, программное обеспечение. Чат GPT закупили, представляете? А чего, нормально. В больнице. Приходишь, а там чат GPT. Все, искусственный интеллект. Врачи все с искусственным интеллектом. Вроде как надо порадоваться, какая современная больница в Одессе. Да не тут-то было. Все, кто маломальски что-то выучился, или там они уже, в общем-то, смылись, а остались вот студенты по чату GPT, которые могут что-то глянуть, подсмотреть. Но это просто какой-то провал. Плюс на этом еще деньги отмыли. То есть, а как, надо же закупить чат GPT в больницах.
Ой, святое дело в поликлинику прийти. То есть Нигерия, понимаете? Нигерия. Ну там хоть в Нигерии очень много нигерийцев в свое время отучились в странах бывшего Советского Союза, в том же там Луганске, в Харькове, в медицинских вузах. А тут теперь все чат GPT будет лечить. Ну или помогать лечить одесским больницам. По поводу искусственного интеллекта сегодня высказался Илон Маск. Он предлагает просто так раздавать людям деньги. Просто так. Не обычные, не радиационные, просто. Чтобы справиться с безработицей, которую будет вызывать искусственный интеллект. Всеобщий высокий доход посредством чеков, выдаваемых федеральным правительством, лучший способ справиться с безработицей, вызванной искусственным интеллектом. Искусственный интеллект, робототехника будут производить товары, услуги в объеме, значительно превышающем рост денежной массы, поэтому инфляции не будет, пишет Маск. Причем интересно, что совсем недавно Маршалловы острова первые в мире ввели вот этот вот базовый безусловный доход. Правда, конечно, небольшой, но тем не менее, всем гражданам, всем платят в Маршалловых островах по $200 в месяц. Ну, типа, просто за то, что ты есть. Работаешь, не работаешь, короче, ты не сдохнешь с голоду. Это вот такой новый план, новый, скажем так, штрих к вот этому портрету будущего, дивного мира нового, куда мы идем. Ах, вот такая вот жизнь. Ну и самый главный такой удар обухом по голове, что все меняется, это, конечно, айфоны-раскладушки. Сегодня слили, представили, вот, ну, опять-таки, подтвердится, не подтвердится, ну, скорее всего, подтвердится. Вот такой будет дизайн иметь iPhone-раскладушка. Цвета вроде как там есть прикольные. Вот так вот, как бы, такой готовят, условно, новый iPhone. Ну уж, раз уж iPhone-раскладушка, то вообще чему можно удивляться в этом бредном мире? Так, друзья, давайте... Что такое? Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Надолго ли иранцы открыли Ормуз? 6% навсегда все заканчивается. 12% до встречи Си и Трампа. 35% нет, скоро новая волна войны. Ну и 47% будут то открывать, то закрывать. Я вот, в принципе, солидарен с этим, скажем так, ну, то есть с вот этим результатом. Почему? По одной простой причине. Потому что все-таки, ну, это рычаг. А тут же тоже очень интересно. Все согласны с тем, что это рычаг. И рычаг Ирана. Но опять-таки, он его должен показать и в нужный момент применить. В нужный момент нажать. Я считаю, что мы еще станем свидетелями открытия, закрытия. Но главное, чтобы ударов новых не стали свидетелями. А там поди знай, как все вывернется и чем обернется. Так, что у нас здесь по, скажем так, новостям? Трамп поздравил конгрессмена Ронни Джексона с днем рождения и выразил сожаление, что не может лично присутствовать на мероприятии в его честь Мар-а-Лаго. А поехал он, скажем так, из Лас-Вегаса в Феникс на мероприятие. У него мероприятие. У Трампа все хорошо, выходные пошли. Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что судоходство через Ормузский пролив будет осуществляться по маршрутам, которые обозначил Иран, и в координации именно с ним. Поэтому все открыто, но тем не менее. Так, значит... Так, тревоги, отбой уже прошел, были взрывы сейчас в Запорожье. Так, тут тоже очень интересно, что... Слушайте, ну это, конечно, потрясающая история.
есть сообщения, опять-таки, ну, вчера, сегодня многие, да, говорили о том, что Зеленский, ну, ту премию получил. Ну, типа, украинский народ, в общем, премия, скажем так, 4 свобод. Так ее, в общем, вместе с Зеленским получила жертва многолетнего насилия сексуального Жизель Пелико. Она стала лауреатом в премии категории «Свобода от страха». Ранее сообщалось, что муж годами ее колол всякие вещества, издевался и приглашал других мужчин над ней поиздеваться. Но она уже в возрасте, уже такая старенькая. Вот она с Зеленским позирует, собственно, фотографируется. Ну, быстренько не получится, собственно, вам показать. Но это, конечно, душераздирающее зрелище, граничащее с унижением. Ну, в принципе, это же было вчера. Это уже все и забыли. Премия и премия. Хорошо и хорошо. Ну, там, хоть кому-то дали по заслугам, да. И, ну, Зеленский очень интересной компанией оказался насчет этой премии, которые будут потешаться еще очень долго, особенно на фоне того, что происходит внутри Украины, безусловно. Да, в Запорожье сейчас взрывы, сильный пожар. Так, кредиторы отсрочили 10 лет нам платы по госдолгу. Ну, об этом я упоминал в шуме. Об этом вот сейчас пишут. В общем, ну, скажем так, вот такие, собственно, сегодня новости. Вот такой сегодняшний шум. Спасибо всем большое за то, что сегодня побывали в эту пятницу с нами. Давайте немножко пообщаемся с чатом, тем более, что есть вопросы и в сообществе YouTube. Спасибо всем большое, что оставляете их. Так, здравствуйте. Лена спрашивает, когда вернется Арестович, будут ли у вас еще эфиры? Спасибо. Смотрите, Арестович ездил, летал, перемещался, часовые пояса, сложности с интернетом. Следующий понедельник запланирован эфир. Поэтому столько вопросов получил. Слушайте, мне так интересно было, да, вот, читаешь комментарии, столько хейта, там всяких там подтруниваний, а потом как не стало, а где, а что, а как. Ну, такой просто период, видимо, надо поездить было Алексею Арестовичу. Почему вы не приглашаете Арестовича? Приглашаем. Все на месте. 2 недели нет, ну, дело такое. Вернется. Так, снимите, пожалуйста... Так. Угу. Так. Привет со Жмеринки. Александр. Очень интересует тема мигрантов. Это писец, который уже виден издалека. А Бонни, короче, как ранее говорил Спартак, какого фига мы будем обсуждать Карася, так и тут. Ладно, Буданов хоть кто-то в сравнении с этими. Не, ну слушайте, надо обсуждать. Почему? Ну, почему? Надо обсуждать. Это надо обсуждать, об этом надо шуметь. Если мы об этом... Понимаете, вот это молчание превращается в спираль. Надо обсуждать. Вот вы высказались, что это все там Боня не права. Так и напишите, Боня не права. Или скажите, Боня агент. Или там Боню одна башня Кремля наняла против другой. Или скажите, Боня, ну просто по глупости ее подбили. Мошенники из колл-центров подбили Боню. И Айзу это написать. Обошли вот эти все защиты, написали, сказали, представились товарищем майором или каким-нибудь Кириенко. И вот так вот учудили. Петр, Александр, вы не замечали, что за всей этой мировой политикой мы уже следим не в ожидании чего-то, а как за сериалом, что они еще чебучат. Более того, сами герои также себя ведут. Да, так в этом это новая мода. Это вот такая новая мода на всю эту историю, на всю эту канитель. Ну, смотрите, такая политика. И за ними постоянно надо следить. Вы заметили, что сейчас больше стало людей интересоваться политикой, вот это, но не в плане разбираться в политике, не в плане там понимать, какое государство, какая модель управления, какое налогообложение, кто какой идеологии, кто левый, кто правый. Вообще левый и правый там перемешалось во многом. А вот именно как за сериалом, кто что сказал, как за персонажами. То есть, а мы забываем порой, что это живые люди с руками, с ногами, со страстями, с какими-то моментами. Это реальность.
Это не сериал, но нам ее подают в виде реальности. Поэтому Telegram не заблокируют. Вот эти все соцсети не заблокируют. Ну или как? Заблокируют, но все равно достать их будет можно. Потому что это же основное топливо вот этого всего продвижения. Добрый день. В среду Константин Бондаренко первый раз написал вопрос в прямом эфире, слушал его и ответ на него. Прикольно. Сегодня вам, Александр, вопрос. В русских сказках у царя было 3 сына. Старший, младший, старший, средний и дурак. Из действующих президентов, кого бы вы назвали старшим, кого средним, а кого младшим? Действующих президентов? Старший, средний и дурак. Ой. Старший. Понимаете, я просто помню эту сказку. Ну, много таких вариаций было. Тут же тоже какой-то момент. Давайте я не президентов отвечу. Давайте я там старший российский народ, средний белорусский, украинский дурак. Но он думает, что ему повезет, и он всех победит и очнется в сказке. Ну, так в сказке бывает. Я не хочу просто персонально, потому что типажи не подходят, понимаете? Ну, типажи, ну, то есть под эти сказки, если так вспоминать сказки. Поэтому так давайте по народностям. И по нам, не надо там никуда. Америка, там эти, Германия, там зачем? Нужны они нам 300 лет. Да о себе давайте думать, себя сравнивать и между собой проводить параллели. Это иногда полезно. Согласитесь, не согласитесь, как бы ваше право, но вот так навскидку отвечу на ваш вопрос. Некоторые гости ваших эфиров утверждают, Олег пишет, о легитимности Рады, но здесь явная правовая коллизия. Полномочия Рады сверх срока КДНЦ могут продолжаться только из-за военного положения, введение которого было введено не по Конституции, а по той же Конституции, профильным законом не предусмотрено. Да и продолжает незаконное военное положение последние 2 года левый человек, который признан президентом. Какое мнение по этому поводу? Очень простое мнение по этому поводу. Нельзя лишать полностью, ну, скажем так, легитимности эту Верховную Раду, даже вербально. Я понимаю, о чем вы говорите, я с вами согласен. То есть, мое мнение по этому поводу, я с вами согласен. Это давно уже как бы сбилось. Оправдать можно в юриспруденции все что угодно, но нельзя лишать в состоянии войны, ну, потому что всякое же может произойти, правда? И эти депутаты возьмут раз, может даже не в стенах Верховной Рады, а где-нибудь в другом месте, соберутся и скажут, вот мы, вот наше большинство, мы голосуем за это, все, и подписываем мирное соглашение. Ну, вдруг там Раду, например, разбомбят, да, то есть там они соберутся где-нибудь в другом месте. Вдруг там мало ли что произойдет. Ну, многие же до сих пор говорят, Зеленский сбежит там или что-то еще в этом роде. Поэтому и все, и тогда уже полная перезагрузка через парламент. Они специально обезжирили парламент, потому что хоть парламент мог как-то, ну, помогать в этих всех вопросах, как-то избегать во время там майданов в Украине, хоть какую-то правопреемственность. А также все идется к тому, чтобы у нас был один Зеленский. Вот он такой, именем войны, переходящее знамя, вот и все. И все говорят, да я же еще не исполнил свои обещания, у меня же война, вычтите ее из моего срока продленки. Поэтому парламент нельзя решать. Хотя, ну, логически, да. Здравствуйте, Александр. Вопрос. Зачистка Украины от украинцев проводится для создания новой земли, обетованной для евреев. Хотел услышать лично ваше мнение. Смотрите, нет. Я считаю, что нет. Ну, мое личное мнение. Я с пониманием отношусь к этим людям, которые вот это, потому что всякая конспирология по прошествию лет становится не конспирологией, но тут главный момент. Ну, когда тебя раздеребанили, избили, хату подожгли, конечно, все выносят все, что можно. Просто время ушлых, понимаете? То есть есть же какие-то моральные принципы. Во время войны, например, там, ну нельзя украсть, для меня, как это украсть гуманитарку? Ну вот как? Тем более, что ты же находишься в этой среде. Украину бомбят, фронт, вот это все, войска там под Киевом. А ты воруешь гуманитарку, которой так не хватает. Это все равно, что как можно было взять со Львова, умотать на запад, на пособие сесть, а тут сдавать квартиру, причем там еще приезжать, кататься туда-сюда. То есть это такое, знаете, ну такое персональное вступление в Евросоюз для каждого.
В то время, когда война, и тут, нет, мы помогаем. Ну как можно украсть гуманитарную? Всегда находятся такие люди. И всегда эти люди представляют какие-то интересы, кланы. И они, конечно, помогают. То есть братва тоже храмы строила. Хотя бандиты отпетые были из 90-х, да, ну храм построил, значит, все, какой-то там проект, там что-то скинулись какую-нибудь Стерненку, все, отдали десятину. Но как можно воровать? Но они просто считают, что у них просто по-другому, скажем так, отношение к заработку денег. То есть они зарабатывают деньги. Деньги это, ну, благо, это Бог дал, то есть все. Поэтому вот принципиальный такой момент. Я вот этого не понимаю. Я думаю, что Украина просто стала жертвой вот такого рода людей. Так, хорошо. Значит, с сообществом поговорили. Что там у нас в чате трансляции? Поставили уже лайки или нет? Так, да, спасибо за поддержку. Владимир, Александр, большое спасибо за выпуски. Да, спасибо и вам за поддержку. Благодарю за то, что поддерживаете. Разделят ли Украину на штаты под контролем разных стран коалиции вожделеющих? Нет, нет. Выживет только один, Михаил. Ну, патрон, ну, может быть, несколько патронов, но раздела такого не будет. Сама может развалиться, может. Но понятно, что где-то заводик такой-то, где-то предприятица такое-то, где-то поля Блэкрока, где-то еще чего-то. Так, Саша, кто подписывал капитуляцию в Берлине, Гитлера уже не было. Ну, смотрите, не очень корректно. Я понимаю, что, о чем вы эту параллель делаете, но это не так уже делается. И эта война совсем немножко, но она другая. Не будет вот той капитуляции, как... Вот такой не будет. Может страшнее быть, но выйдут через правовое поле, чтобы условно узаконить все и разойтись по углам с нормальными подписями, понимаете? Не будет... скажем, полной капитуляции, потому что не нужна России вся Украина. Вот поэтому не будет полной капитуляции. Поэтому какая-то будет, и какая-то будет как-то вот сосуществовать на каких-то условиях с Российской Федерацией. Так. Шелест. Элиты России и Украины быстрее договорятся, чем власти. Ну, элиты с властью уж переплетены. В этом-то проблема. Понимаете, в чем дело? Ну, вот кого вы называете элита Украины? Конечно, нет. Ну, не договорятся. А элита России? Боня? Ну, подождите. Давайте это тоже так. Поэтому... И вообще элита... Вообще вот со Спартаком Субботой он выводит вообще формулу, что вся элита Украины за пределами. Ну, вот случился как вот такой массовый исход, понимаете? Исход только наоборот. Поэтому сейчас нет, это нет. Угу. Стерненко, Корчинский, стрим хотим, чтоб альтернативу слушать, как смотришь. Так они не пойдут на какой стрим такой, вы что? Так. Ага. Так, новые гости. Ну, пробуем потихонечку. Новых, старых возвращать. Ну, посмотрим. Мне говорят многие зрители шума, что давай больше шума. Ну, когда у тебя по 3-4 интервью в день, как бы шум на 2 с лишним часа, до 3 часа, это как бы, ну, немножко не помещается в сутках, понимаете, на тот же самый вечер. Поэтому давай меньше гостей, больше шума. Кто-то говорит, вот давай новых гостей. Ну, в общем, как хотите, так и будет. Пишите в комментариях, почитаем, подумаем. А Советскому Союзу тогда разве нужна была вся Германия? Так. Это по поводу капитуляции? Ну, я думаю, что нужна была. Почему нет? Нужна была вся Германия. Да. И в Париж должны были заходить, конечно. И зашли бы. Правда, еще пару лет бы еще повоевали, но зашли бы. Ну, так говорят, что еще если бы 2 года без второго фронта, то и все было бы. И вот так. Все нужно было.
Мгм. Так. Так, друзья, есть одна просьба. Ну, давайте в самом финале. Все-таки я так сомневался, стоит, не стоит. Просто правда. А, так. Я покажу сейчас все-таки. Ну, нужно, не нужно такое. Я понимаю, что это вещи, как бы так правильно выразиться, вещи, конечно, личные, но я думаю, что все шумляне, все, которые в прямом эфире, они, ну, я думаю, что в какой-то степени поддержат. Ну, как просто потому, что, правда, человек очень трогательно написал, и, ну, и это ничего человеческое, конечно, нам не чуждо, хотя, конечно, во многом это может быть где-то даже бессмысленно, что ли, но тем более... Ну, сейчас вы все поймете. Так, значит, крик о помощи пришел в рубрику «Колобок. Куда мы катимся?». Здравствуйте, Александр. Я ваша давняя зрительница, часто в эфирах с Чаплыгой. Раньше вы зачитывали мои вопросы. У меня случилось большое горе. Хочу обратиться к вам с просьбой. У меня пропал отец. Мы оставались в Селидово, но его вывезли. Я не знаю, кто и куда. Жили мы по разным адресам. Вас смотрят и в Украине, и в России. Если будет возможность показать в эфире шума моего папу, может, кто-то его видел. Мою электронную почту для связи, вот она есть. Последняя надежда вы моя. Везде, куда можно, я уже обращалась. Все заявления, куда можно, писала, без фамилий. Если можно, сами понимаете, какая ситуация. Помогите, пожалуйста. Пропал 11 января 2025 года. Почему вот так? Скорее всего, на территории ДНР сейчас. Может, на территории России. Больше года я живу как в аду, и ничего неизвестно. Понятно, что мы не там программа «Ищу тебя», но я решил закончить этим эфир, потому что мы вот независимо от кто по какую сторону ленточки, там, линии фронта, нуля, живем как в аду. И теряем близких, родных. И это горе, оно как бы множится. Конечно, если там, напишите на предложку, если вдруг верит просто человек в это верит, что смотрят и в Донецке, и под украинским контролем, под российским контролем. Но это же еще один повод. Ну, дай бог, чтобы так получилось, чтобы они нашлись. Но вы видите, какая пропасть из окопов, рвов, траншей между нами? Между родными людьми, пережившими войну, которые попали кто туда, у которых нет имущества, денег, никого, ничего, и они навсегда оторваны. Вдумайтесь только. А сейчас еще интернета там нет, чтобы как-то списаться. А у кого-то просто кнопочный телефон. И вообще, собственно, нет. И вы понимаете, какое вот... И только вдуматься, какого масштаба это горе. И именно поэтому, хоть мне там пишут в комментариях, я вижу это, все читаю. Шелест, ты наивный, ты там вот еще кто-то. Именно поэтому я всегда там в каждом эфире, в интервью ищу, надо заканчивать это. Чтоб больше года нет связи. А какая у них связь будет? А что там, кто-то помнит номер телефона, даже если там оказались они по разную сторону. Кто-то есть какие-то... Понимаете, какой раскол? И поэтому надо все заканчивать. Вот поэтому, чтобы это хотя бы не множилось. Потому что это страшное, ну, письмо, крик души, а это судьбы очень и очень многих похожих. И я тут не говорю, не буду даже набрасывать. Там семьи, которые ждут своих мужей, мальчиков, ну, сыновей и родных там, да, то есть с фронта, которые пропали без вести. А где? В плену, не в плену. И это все множится с каждым днем. Поэтому, когда говорят, 4 миллиарда выделили, еще сколько-то выделили, ты сразу понимаешь, ага, больше этих людей будет. А этого быть не должно. Потому что мы еще не знаем всей правды об этой войне. Не знаем.
масштаба человеческого горя. Мы можем только его представить, посмотрев какое-то видео, какую-то частную историю. А когда мы соберем полную информацию, дай бог, мы просто... Именно поэтому я вот считаю, что Зеленскому не будет места в учебнике истории. Так просто. Строчка. Ладно, абзацик. Или там 2 абзаца, параграф называется СВО. Все. Потому что столько ужаса. А это все приправляют вот этой славой, историческим моментом. А для семей что это? Кошмар. В любом случае, все должно быть хорошо. По поводу родных и близких, завтра суббота, родительская, важная суббота. Кого нет с нами, помяните. Это все-таки неделя пасхальная. Я думаю, что... Я очень хочу... Вот Светлана пишет, спасибо, что написали, и дай бог, чтобы это помогло, но я очень надеюсь, что не надо будет поминать, что вы еще встретитесь живыми. Несмотря на то, что уже год с лишним, скажем так, не общались и не знаете, кто где. Все придет на круги своя. Главное — верить и шуметь. Вот как мы сегодня. Хорошо пошумели. Всем добра и света.